Дорогие друзья, сегодня обзор хочу посвятить сигнализаторам поклевки. Они есть разные. Мы привыкли к вот такому размеру сигнализаторов. Вот. Есть тоньше, есть толще, вот, которые работают там от кроны, от батареек, от аккумуляторов. Вот. Есть вот такого размера, разных производителей, торговых марок. Но данный обзор я хочу вас немножко удивить размером сигнализатора. Вот. Есть вот такой производитель английский, торговая марка New Direction, которая производит довольно-таки очень качественные снасти, точнее аксессуары. Вот. И сигнализаторы в том числе. Повезло мне, приобрел сначала один набор. Вот такой вот на 3 сигнализатора. Вот такой у них размер. How about now? Feeling pretty rich, and as you can see, it's about the same size. And put it on the front, probably ever so slight. Internal guide of your rods would quite be enough. But there we go. There's the alarm head on the hop. Вот такой вот размер у них. Вот торец, фасад, так сказать. Вот, с рожками, которые вкладываются в удилище. То есть для сравнения. Вот для этого, до этого у меня был вот такой вот относительно маленький. Ну а для сравнения вот такой вот сигнализатор. Да. Ну теперь немножко больше о этих сигнализаторах. Они есть в наборах по 3 штуки, есть в наборах по 4 штуки. Что они из себя представляют? Теперь об этом. Так называемый ресивер. На коротком расстоянии можно не прикручивать антенну. Если расстояние пользования больше 30 метров, рекомендуется накручивать антенну. Ну, ее пока отложим в сторону. Вот такие сигнализаторы. Здесь 3 штуки. В комплекте также идут на каждый сигнализатор шнурок с микро USB выходом, 3 на сигнализаторы, 1 для зарядки ресивера. Антенна само собой, шнурок для присоединения ресивера, инструкция. Теперь более детальней о самих сигнализаторах. На данный ресивер можно подключить до 5 сигнализаторов. Помимо этого, также можно подключить к нему индикатор, охранный индикатор, который с датчиком движения работает по принципу с датчиком движения. Вот. Также к нему можно подключить дополнительные устройства еще. Ну, это мы сейчас не об этом, мы сейчас больше о самих сигнализаторах. Сигнализаторы каждый точно так же может работать с разными цветами. То есть принцип таков: выбираются цвета на свой вкус. То есть, допустим, в данном ресивере есть переключатель. Этот переключатель имеет положение левое, среднее и правое. В среднем положении он выключен, в левом положении он включается в беззвучном режиме, вибрация. Вот. Если включить в правое, он включается со звуком. Так как на него можно подключить до 5 сигнализаторов, вот, я приобрел еще один набор на 3 сигнализатора. Вот, и подключил сюда на один ресивер еще дополнительно 2 сигнализатора. То есть у меня получилось, ну, остался один
запасной, если вдруг где-то в процессе рыбалки сядет аккумулятор. И дополнительно, скажем так, пейджер, ресивер будет как запасной. Поэтому один пока мы уберем в сторону. И продолжим с таким набором в 5 штук подключать. Принцип подключения таков. Включаем сигнализатор. Да. В данном случае на этот пейджер подключены все 5 сигнализаторов. То есть красный, зеленый, синий, желтый и белый. То есть каким образом происходит подключение сигнализаторов? То есть можно любой, можно, к примеру, допустим, вот этот вот сигнализатор отключить, нажали, подержали, он отключился, он не работает, отложим его в сторону. Возьмем другой сигнализатор, к примеру, допустим, у этого сел аккумулятор и он ушел на зарядку. Берем любой другой сигнализатор, нажали, подержали, он включился. То есть он срабатывает, но к этому пейджеру не подвязан, к ресиверу. Что мы делаем? Нажали, подержали, зашли в меню. Установка. Это установка сигнализаторов. Можно настраивать его не без вмешательства сами сигнализаторы. То есть красный, зеленый, синий, желтый, белый. Вот. Дальше свет. Отдельный, это который устанавливается фонарик данного производителя. Вот. Какая-то еще камера устанавливается, какие-то еще дополнительные подключения. Это я честно не знаю. Но дальше по кругу пошло красный. Вот. Дальше что у нас идет? Регистр аларм. То есть регистрация сигнализаторов. Нажимаем, выбираем красный. Потому что у нас первый мы убрали красный. Вот. В сторону. Ждем. Подтянулся он. То есть теперь у нас есть красный, зеленый, ну и дальше по очереди. Единственное, что теперь мы можем настроить. Опять зажали кнопку, зашли в меню и настройки зашли. Красный выбираем, он уже подвязанный. Громкость выбираем громкость. В пейджере. Выбираем тон. Выбираем чувствительность. Чувствительность, тут, кстати, отвлекусь. Сейчас, секундочку. Выбираем ночной режим авто. Вот. И выход. По поводу чувствительности. В инструкции есть вот такая таблица. Вот здесь вот можно увидеть. В зависимости от модели, это модель N1. Вот, это моделька 9. Она чуть больше. В зависимости от уровня, от 0 до 9, выбирается чувствительность 4 мм, 8 мм. То есть протяжка, сколько прошло. И на ресивере отображается вот здесь вот, сколько миллиметров протянула лески либо шнура. То есть в зависимости, еще раз, какой уровень ставить. 4 мм, 8 мм, 12 мм, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 88 мм. То есть в зависимости от уровня чувствительности. Да, то есть в принципе вот, соответственно, выбрав чувствительность, идет, вот обратите внизу, вот здесь вот.
Единственный, скажем так, недостаток в данной модели этих маленьких сигнализаторов в том, что у них нет такого варианта, как протяжка вперед и протяжка обратно. Здесь отображение вот на ресивере только идет run. То есть в одну сторону. Хоть в ту сторону, хоть в ту сторону. Все равно идет run, и стрелочка указывает в одну сторону. Вот это единственный, который у них минус. Дальше. Что еще? Скачав приложение в телефон, точно так же можно управлять сигнализаторами с телефона. Это я покажу отдельно еще на видео. Дальше. В чем преимущество еще этих сигнализаторов? Что мне лично понравилось? Во-первых, не надо заморачиваться с какими-то батарейками. Достаточно отстегнуть заглушку. Вот. И здесь есть разъем microUSB, через который можно заряжать пауэрбанком как угодно сигнализаторы. But a couple other little quick things to note is that there's also an isotope slot on the top right of the alarm, and on the side there is a USB charging port. And on the base of the alarm, то, что мне нравится. Дальше, что еще у них есть? Есть углубление вот в данном месте под маленький изотоп. То есть можно вставить сюда, либо вклеить, либо вставить изотоп определенного цвета. Это если нужно, допустим, там определить цветом его. Но опять-таки, это если кому нужно. Дальше, рожки эти откручиваются. Но нету смысла их откручивать, так как они, во-первых, удерживают удилище, потому что данной площадочки очень мало, вот, а рожки все-таки удерживают. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы вы понимали, даже рожки сделаны именно из латуни. Вот. Также эти рожки служат еще дополнительно антенной в этих сигнализаторах. Вот. И что мне вообще понравилось у данного производителя, это вот такой вот вариант. То есть, к примеру, накрутив, допустим, сигнализатор, неважно, на любой бусбар, на стойку, родпод, в общем, накрутив, подсоединив сюда свингер, бат, в общем, любое устройство, которая подтягивает леску или шнур. Вот. Вы можете не скручивать, не пользоваться, вот как здесь стоят быстросъемы, вот такого типа быстросъем. Или вот как здесь у меня стоит быстросъем. Вот. Здесь гораздо проще. В данном сигнализаторе вот, стоит магнитная система. Накрутив один раз куда-то фиксатор с этого сигнализатора, вот, у него стоит здесь магниты стоят с кругом направляющим и квадратом. И вот если видно вот так вот. Вот. То есть вы один раз накрутили, отрегулировали соотношение вот этого квадрата. И потом только вставили. И он очень прочно держится. То есть я вам скажу, что для того, чтобы его снять, надо приложить немножко усилий. Щелк. Все. Он зафиксирован. instead of a screw thread, it comes with a quick release magnetic plate as standard, so you can quickly change where you have your alarm head, whether it's on your pod or moving it over onto a bank stick setup. As long as you're using the quick release setup that NDs sell, then you can move these alarms around nice and quickly. Насчет аккумулятора. Не могу сказать точно, насколько звуковых поклевок его хватит. Не проверял еще, потому что относительно только недавно у меня сигнализаторы эти попались мне. Но я вам так скажу, это не распаковка, я их уже относительно давно, так сказать, юзаю, вот, настраиваю, пробую, перенастраиваю, экспериментирую, то есть пока еще у меня они работают и признаков разряда не показывали. Вот. То есть чем удобно? Я их планировал поиспользовать 3 на родпод и 2 на бусбарную стойку, на 2 удилища. То есть очень удобно, по крайней мере,
с данным ресивером. На один ресивер сразу у меня будет как бы две точки лова. Отдельно ротпод и в отдельно, допустим, там где-то стойка на 2 удилища. Мне это очень подходит. Какие еще плюсы? Ну, по поводу сигнализаторов. Вот. Металлический корпус, металлический. Вот. Не пластиковый, не относительно тяжеленькие. Маленькие, но тяжеленькие. Опять-таки, хоть и маленький, встроенный аккумулятор, но довольно-таки намного его хватает. Опять-таки, в любой момент можно подключить Powerbank и зарядить его. И у вас будет опять полный жизнедеятельности заряженный этот самый сигнализатор. Дальше, что еще большой плюс в этих сигнализаторах? Вот. Ну, опять-таки, маленький размер, компактность, то есть можно их куда угодно сложить, и они очень мало займут места. Очень мало. Опять-таки, благодаря еще вот этой функции с магнитом. То есть вы один раз накрутили вот, на ту стойку, на тот бусбар, которым вы постоянно пользуетесь, а сигнализаторы куда-то только складываете отдельно. Потом поставили на свое место. Даже если вы их меняете местами, закрутив один раз в правильном соотношении, вы можете защелкивать сигнализаторы в любой последовательности, в любом порядке. В данном сигнализаторе, что еще хочу сказать, то есть можно менять цвета. То есть нажимаете, вот, допустим, сейчас он мигает белым, то, что он настроен белым. Двумя щелчками меняется красный, зеленый, синий, желтый, белый. То есть вы можете выбрать любой какой-то цвет, а потом, соответственно, под этот цвет подтянуть его. То есть, к примеру, допустим, здесь он белым зарегистрирован. Можно сделать его синим, к примеру. Вот смотрите, здесь будет синий, а здесь он мигает белым. То есть можно и так сделать. Можно вернуть обратно здесь белый цвет. Белый цвет. Белый цвет. Точно так же и со всеми манипуляциями можно проделать. Вот. Как заявляет производитель, дальность действия связи между сигнализатором и ресивером вот, гарантированных 150 метров, могу точно сказать, но утверждают до 200 метров. Дальше, что еще есть, какая интересная функция. Если зайти в меню, кстати, здесь можно посмотреть данные настройки на каждый сигнализатор, там белый, ну, в общем, по цветам. Здесь вот указана чувствительность, тон, громкость. На дисплее все отображается. Следующий момент. Заходим в меню, нажимаем кнопку, поддерживаем 3 секунды, заходим в меню. Есть такое как Range Test функция. Что она дает? Нажав ее, допустим, красный канал. Ну, возьмем, они находятся в одном месте, к примеру, поэтому нам подойдет, в принципе, красный канал. Выбираем ее. У вас мигает красный индикатор на сигнализаторе. И в ресивере раздается звуковой сигнал. То есть, если на каком-то определенном расстоянии, которое вы отошли, и вы переживаете, что у вас нету связи, или есть связь, вы не знаете. Вот, выбираете эту функцию. Если идет связь, я закрыл пальцем динамик. Если есть связь, соответственно, он сигнализирует, и пейджер у вас издает звуковой сигнал. Если вы, конечно, отошли гораздо дальше расстояние, и у вас нету звукового сигнала, значит, соответственно, нужно вернуться в радиус действия данного вот между ресивером и сигнализатором. То есть, как я сказал, гарантированные 150 метров это точно работает. Дальше, что еще? Также можно сделать сопряжение со смартфоном. Как я уже сказал, подключение производится через канал Bluetooth. Для этого можно зайти в настройки данного ресивера двумя способами. Первый способ. На 3 секунды зажали, я прошу прощения, выходим из функции Range. Вот, нажимаем кнопку, 3 секунды держим, заходим в меню.
Шестой пункт меню Set, App Set. Выбираем его, нажимаем, выбираем вверх On, ОК. Возле динамика начинает мигать вот такие две стрелочки. То есть это идет сопряжение Bluetooth, по Bluetooth, каналу Bluetooth между ресивером и вашим устройством. Дальше, второй момент подключения, как можно сделать. Выбираем Off, выключили, да. Вот. Можно просто, чтобы не выбирать это все, нажать на кнопку. То есть этот джойстик, помимо вверх, это громкость добавляет, если вверх, самого ресивера. Вправо-влево он выбирает сигнализаторы. Точнее, он только вправо идет, влево не идет, только вправо выбирается. Красный. Показано, кстати, уровень заряда аккумулятора на красном. Зеленый, синий, желтый и белый. То есть на все подключенные сигнализаторы он показывает уровень заряда батареи. Да, теперь, чтобы не заходить в меню и быстренько подключиться через Bluetooth к приложению в смартфоне, достаточно нажать на кнопку джойстика и удерживать 11 секунд. Первый звуковой сигнал — это вхождение в обычное меню, прозвучал, и сейчас включится второй сигнал. Вот он включился продолжительный, и опять-таки начало мигать две стрелочки возле динамика. Это означает, что идет соединение по Bluetooth каналу. То есть таким образом вы можете просто быстро подключиться к своему смартфону. Вот. Само подключение, про приложение смартфона и подключение я покажу отдельное видео. Дальше, что еще большой плюс в этом наборе, в этих сигнализаторах? Ну, не только в этих, а во многих других сигнализаторах компании New Direction. Вот, к примеру, допустим, вот такой вариант. У них есть еще вот такое устройство. С виду оно похоже. В комплекте идут буквально вот устройство, это вот такой маленький кабель, тоже микро USB. Вот такое устройство. С виду оно похоже на смарт-браслет, но на самом деле время оно не показывает. У него имеется всего лишь одна кнопка с аббревиатурой ND, New Direction. Что оно дает? Нажав, подержав, включив этот браслет, вот оно мигает разными цветами. Ну, разными. Те цвета, которые подключены сигнализаторы наши. Большое преимущество в том, что если, к примеру, вы на сессии ночью глубоко уснули или просто задремали, вот, вы одеваете на руку данный браслет. То есть, к примеру, когда у вас работал один из сигнализаторов, ну, начнем по порядку, там, красный, загорается точечная индикация цвета вашего сигнализатора и работает вибрация в браслете. Точно так же и все остальные. Зеленый, синий, желтый. Желтый тут, конечно, такой смесь красного-зеленого, ну, типа желтый. Вот. И вот такой белый. Светло-голубой, но он считается белый. Ну, по крайней мере, срабатывает вибрация и информирует о том, что все-таки вот идет поклевка, чтобы вы не прозевали, как говорится, свой трофейный улов. Очень большой плюс, скажем так, вот в этом аксессуаре. And I've not got the sounder box on or the receiver on, my wrist will vibrate as well, and it also tell me which color. Так, дорогие друзья, для того, чтобы подключить данный ресивер и данный сигнализатор к телефону, к смартфону, вот, опять-таки, нажимаем, как я уже говорил, на центральный джойстик, и чтобы не заходить в меню, держим 11 секунд. Держим, 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 держим. Появились стрелочки возле индикации динамика. То есть включилась, Bluetooth включился.
В смартфоне скачиваем программу ND Byte Alarm. Заходим в нее. Начать. И видно точно так же здесь красный, зеленый, синий, желтый. Единственное, что тут не белый, а пурпурный. Вот, purple. Показано также заряд аккумулятора каждого сигнализатора, насколько заряжен он. Видно громкость палочками, количество уровней, чувствительность. И также ночной режим, автоматик, тоже громкость, чувствительность. Громкость, чувствительность. Принцип работы получается примерно вот такой вот. Опять-таки я же вышу. Вот наш браслет. Срабатывает ресивер. Вибрация и индикация световая на браслете. И вот в красный мы видим, идет визуальная вибрация, так сказать. И также можно здесь настроить вот звук. Можно выбрать, кстати, звук здесь. Либо вибрация будет, либо звук выбрать. В настройках мы можем выбрать, к примеру, допустим, да, заходим мы вот в красный, первый по порядку, уровень чувствительность. Можем выбрать уровни чувствительности. Окей. Ночное освещение, громкость, тон, звонок приложения. То есть звонок приложения, если нажать, да, получается вот выбор из данного списка. То есть можно выбрать любой тон. Ну и соответственно громкость в настройках телефона. Ну, в общем, это такое дело. Да. То есть, опять-таки, настройкой каждого сигнализатора можно управлять со смартфона. Я же ушел. Регулировать чувствительность, громкость, вот, звуковую сигнализацию в самом телефоне. Вот. Но на самом деле ими со смартфона удобно управлять сигнализаторами, а все остальное, мне кажется, уже проще благодаря ресиверу, либо на ручному браслету. Вот такому. В принципе, вкратце постарался рассказать максимально все, что могут делать данные сигнализаторы. Кстати, также производитель заявляет о их влагозащищенности. То есть обильный ливень им не страшен. Скажем так. В принципе, как бы все. Свои заключения уже расскажу после того, как начнется сезон рыбалки. И я уже, как говорится, в полевых условиях уже более детально испытаю. Тогда уже поделюсь своим, как говорится, впечатлениями по данному набору. Пока я восхищен. Все остальное будет видно. Так, дорогие друзья, спасибо большое, что вы были со мной. Спасибо за то, что увидели этот видеообзор. Спасибо. Всего всем хорошего. До свидания. Пока-пока.